Всем привет, с вами Дип, и это рубрика лайфхаки, которыми я пользуюсь каждый день. Первым делом, что я сделал сегодня, это проснулся. Потом встал и пошел в ванную почистить зубы. Захожу и вижу, что тюбик с пастой уже наполовину пустой. И из-за этого паста распределяется по всему тюбику, и ее приходится вот так вот выдавливать. Меня это бесит. Чтобы этого не происходило, нужно свернуть пасту и закрепить прищепкой. Но у меня такой прищепки нету. В канцелярский магазин идти, естественно, лень. Поэтому я взял и с помощью утюга запаял пустую часть пасты. После отрезаем лишнее, и у нас получается маленькая зубная паста. Супер! Разобравшись с пастой и почистив зубы, я пошел на кухню, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. Достал картошку, морковку и, знаете, мне как-то было очень лень все это мыть. Плюс еще были фруктики, которые тоже нужно было помыть. Но мне это делать было, конечно же, лень. И тут я решил использовать посудомойку немного не по назначению. Загрузил в нее грязные овощи и фрукты. В качестве моющего средства я использовал средство для мытья посуды, которым, как написано на этикетке, можно мыть еще фрукты и овощи. Следующим шагом нужно настроить программу мойки. Нам, я думаю, хватит 5 минут. И ставим, чтобы мыло холодной водой. Через 5 минут я был нереально доволен, потому что картошечка была настолько чистой, как будто она никогда не соприкасалась с землей. Ну что же, пришло время что-нибудь приготовить. Картошку обливаем маслом и ставим запекаться в духовку. Пока картошка запекается, нужно обжарить на сковороде морковку, лук и фарш. Пока все это обжаривали, картошечка испеклась. Достаем ее из духовки, немного срезаем вверх и с помощью ложки достаем картошку из кожуры, чтобы остались вот такие горшочки. После берем фарш и фаршируем им картошку. А в картошку, которую мы достали, добавляем много сыра и отправляем ее в микроволновку, чтобы сыр полностью расплавился. Далее достаем картошку из микроволновки и перемешиваем ее до однородной сырной массы. И этой сырной массой заполняем наши горшочки. Отправляем все это в духовку до появления на сыре запеченной корочки. Как вы понимаете, получилось что-то нереально вкусное. Ну прям вот то, что я люблю. Вам тоже советую как-нибудь приготовить такое блюдо. Вы даже себе представить не можете, насколько нежной получилась картошка. Она просто вот нереально вкусная и прям тает во рту. Обязательно попробуйте этот рецепт. Потом я решил порыться в кладовке и нашел свой старый ноут, на котором играл в игры уже в далеком 2010 году. Давайте включим ноут и посмотрим, что там есть. О, Just Cause. Да, помню, играл в него после школы каждый день. В итоге решил я вспомнить молодость и засел в игре на пару часов. Играл и задумался, а потянет ли этот компьютер какие-нибудь современные игры? Давайте проверим. Я скачал и установил Just Cause 4, но игра даже не запустилась. Я сначала немного расстроился, но потом вспомнил о сервисе Beeline Gaming на технологии GeForce Now от Nvidia. Этот сервис позволяет играть в крутые игры на максимальной графике на любом устройстве. Я зашел на сайт Beeline Gaming и зарегистрировался с промокодом DIP. Получил скидку 10%, оплатил 900 рублей. По сути, лучше оплатить 900 рублей и играть целый месяц, чем обновлять компьютер и отдавать за это 1100. Ну что же, давайте теперь сыграем в Just Cause 4. Как видите, игра отлично работает, без каких-либо висов и задержек. В Beeline Gaming можно запускать более 550 игр. Каталог постоянно расширяется и включает в себя известные хиты и новинки. Beeline Gaming предоставляет как платные, так и бесплатные игры. Если у вас уже были приобретены игры ранее, например в Steam, то повторно покупать игру не нужно. Достаточно лишь авторизоваться в соответствующем сторе. Так что теперь вы можете без проблем играть в крутые современные игры на старом компьютере. Ссылка на сервис будет в описании. Ну теперь, как говорится, поели, можно и поспать. Поэтому после еды я решил немного поспать, а то что-то устал готовить. Во время сна мне захотелось в туалет. Видимо, попался просроченный фарш. Но туалет оказался забит. Нужно срочно прочистить.
Должен помочь Вантус, но его у меня нет. В магазин, опять же, сами понимаете, идти не вариант. Поэтому я взял пищевую пленку и полностью заклеил ей унитаз, так, чтобы воздух не мог выйти изнутри. Потом взял насос и начал им накачивать давление. А дальше нужно спустить воду из бачка. И так как создавшемуся давлению некуда будет деваться, ему по закону физики придется пробить засор в трубе, либо разорвать пищевую пленку. Тут уже смотря что сильнее, засор или пленка. Нажимаем на спуск, в нашем случае пленка оказалась сильнее. Засор побежден. Сидел я, значит, в телефоне, лазил по интернету и увидел там вот такой гаджет для разрезания банана. Стоил он целых 300 рублей. 300 рублей за такую ерунду я, конечно же, тратить не хотел, и поэтому решил сделать гаджет своими руками из обыкновенных линеек. 10 минут и готово. Давайте проверим гаджет в деле. Смотрите, работает. Я доволен. Потом мне позвонил друг и позвал погулять. Перед прогулкой по-хорошему надо бы волосы на голове привести в порядок. Но как бывает в самый ответственный момент, моя расческа куда-то пропала. Да, вот так вот просто взяла и пропала. Поэтому я опять же решил сделать ее своими руками. Порылся я в шкафу и нашел одноразовые вилки. Подумал, почему бы и нет, и сделал расческу из вилок и линейки. И да, она действительно неплохо расчесывает. После прогулки ходил я по кухне, пил свой любимый лимонад, как вдруг подскользнулся и бутылка выпала у меня из рук и разбилась. В принципе, ничего страшного. Подмел все аккуратно щеткой и, казалось бы, все. Да не все. Мелкие стекляшки никак не хотели забираться в совок. Оставлять их просто так нельзя. В ногу вопьются и хана. Поэтому я воспользовался обыкновенным малярным скотчем. Теперь все стекляшки легко заметаем в совок. Но самые-самые мелкие все равно остались. Их мы убираем вместе со скотчем. Далее решил я поесть клубнички. Только собрался есть, но наткнулся на статью. И прочитал, что в среднем в килограмме клубники обитает где-то 5 небольших червей. И мы их съедаем даже не замечая. Узнав эту информацию, мне сразу же перехотелось есть клубнику. И я начал думать, как червей оттуда достать. Нашел я в интернете информацию о том, что клубнику нужно поместить в воду и посыпать солью. Тогда вся живность вылезает из клубники. Так я и сделал. Держать клубнику в соленой воде нужно 5 минут. Не прошло и минуты, как я заметил вот такого маленького червячка. Ну и больше ничего покрупнее в клубнике не оказалось. Вот что осталось в воде после того, как я достал клубнику. Что-то мусор, а что-то, возможно, какие-нибудь личинки. После этой процедуры клубнику хорошо промываем, чтобы от соли не осталось и следа. Ну вот теперь можно со спокойной душой есть клубнику. Ну что же, на этом мой день завершен. Можно доесть оставшуюся картошку и идти спать. Если вам понравилось данное видео, то не пожалейте лайка. Всем пока!